В рамках Дня Республики Башкортостан состоялось масштабное культурно-массовое мероприятие — республиканский, молодежный, многонациональный праздник. Возьмемся за руки, друзья! Праздник объединил самые разные народы республики, представил зрителям красочную программу с участием как профессиональных, так и самодеятельных исполнителей и творческих коллективов республики и из-за рубежа. Участники проекта АЛЛАТРА ТВ в рамках проекта «Единое зерно» взяли интервью у участников фестиваля, а также подарили всем диск с первым фильмом «Единое зерно. Выбор». Меня зовут Сусанна, мы представляем грузинскую культуру. Наш ансамбль грузинских и кавказских танцев «Сикварули». Мы выступаем при БГУ. Дружба, любовь. Мы все одинаково смеемся, одинаково улыбаемся. Но это, наверное, самая искренняя любовь, когда ты переживаешь за человека, когда ты заботишься о нем. Это когда ты живешь не только ради себя, а ради других людей. Мы желали бы чаще улыбаться, познать, что такое любовь. Меня зовут Галина Юрьевна Кириллова. Я являюсь руководителем народного фольклорно-этнографического чувашского ансамбля «Нарспи». Нас объединяет любовь к народной песне, любовь к народному искусству своему, танцам, песням. К нам приходят именно такие, молодые даже на них смотрят, дружные. Мы в коллективе очень дружно сотрудничаем. Они приходят, мы проводим мероприятия, юбилейные торжества коллектива каждого. Чествуем мы своих юбиляров, поздравляем с днем рождения. Наверное, вот эти традиции, наверное, сплачивает коллектив еще. Всем любим дружбы, счастья и любви. Меня зовут Юсупов Какаш. Представляю именно Туркменистан, культуру Туркменистана. Вообще людей объединяет вот этот вот не конкретно один праздник, а вообще праздник, оно само объединяет всех людей. Выступая все вместе, дружно, смех, песни, все, танцы объединяют всех людей. Людей объединяет, единство. Одно единство. Конечно, доминировать должен ангел. Всем людям я бы пожелал счастья, мира и единства. Спасибо большое. Наш ансамбль называется «Нугайбак», ансамбль народной песни «Нугайбак». Студенты Башкирского государственного медицинского университета представляем башкирскую культуру. Радуемся каждому дню. Радуемся тому, что мы вообще есть на этой земле, что мы одно единое целое, любовь бескорыстная, то есть взамен при этом ты ничего не требуешь, и тебе просто хорошо от того, что ты сам испытываешь это замечательное чувство. Всем людям, так как мы студенты медицинского, то мы, конечно же, всем людям желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мира на земле. Здравствуйте! Сегодня мы, ребята, студенты из нефтяного университета и медицинского университета, представляем культуру таджикской нашей диаспоры. Всех людей объединяет, конечно же, культура. Вот мы, Башкортостан, Таджикистан, Татарстан, все в целом. Мы, получается, корни у нас одинаковые, поэтому вся культура нам кажется своей. Очень похоже. Очень похоже, да. В каждом человеке, конечно же, должна быть доброта. Конечно же, уважать друг друга, несмотря на нацию, на народ или же на культуру. И благодаря этому, конечно же, все народы будут дружить и устраивают такие грандиозные праздники. Мы представляем татарскую культуру. Мы объединены по духовным ценностям. Чтобы было полное равновесие духовной, скажем, силы, надо выбрать лучший ангел. Любить друг друга. Уважать друг друга. Люди, любите людей. Мирное небо над головой. Мира во всем мире. В Центральной городской библиотеке имени Крапивницкого Николаевское областное национальное культурное общество белорусов «Голос Родзимы» к Международному дню родного языка организовало литературно-музыкальную встречу. В рамках встречи проходит выставка книг и печатных средств массовой информации Беларуси, изделий народного творчества, выполненных в белорусском народном стиле. Участники ансамбля фольклорной музыки «Родные напевы» исполняют народные лирические песни. Звучат произведения белорусских поэтов и писателей. Мероприятие проходит в сопровождении записей песен белорусских исполнителей, а также видеосюжетов о Республике Беларусь. А сейчас я передаю слово нашему репортеру Игорю.
Мы находимся в Центральной городской библиотеке имени Крапивницкого. Вот только что закончилось сегодняшнее мероприятие, сегодняшний праздник. Мы сейчас пообщаемся с участниками и гостями мероприятия. Сегодняшнее событие, вот оно нам дало еще возможность ближе познакомиться с культурой Беларуси, узнать традиции. А вот как вы считаете, что еще может способствовать объединению, скажем так, всех людей? Ну, гэта то, што вось такія мерапрыемствы. Чым больш чалавек ведае культуры іншых народаў, тым ён багацейшы і дружна, калі вось прыемна было, калі людзі розных народаў сёння былі на нашым свяце беларускай культуры, скажем так. Это дуже прыемна, і вось такія мерапрыемствы аб'ядноўваюць. Люди, наверное, должны быть добрее, любить друг друга, уважать друг друга, душевными быть. Ну и объединять должна, наверное, песня общая. Я думаю, прежде всего, это доброе отношение друг к другу, потому что мы все люди, вне зависимости от национальности, у нас есть много общего. Мы все люди этой земли. У нас есть сердце, у нас есть общие чувства, мы по-одинаковому чувствуем, потому что прежде всего, вне зависимости от национальности, мы есть люди. С годами приходит такое понимание, что главный праздник, он вот внутри, это внутреннее состояние. Вот можете поделиться, вот что для вас вот именно внутренний праздник? Внутренний праздник, ну, это, знаете, состояние вот такого умиротворения, одухотворенности, любви, вот такой вот полет. Это состояние души. Насколько является, скажем так, важным вот именно объединение и способность, скажем так, ближнего человека, ну, протянуть руку помощи? Треба обов'язково допомагати друг другу, тому що це головне. Один чоловік не зможе справитися із бідою. І у радості так само підтримувати треба. І об'єднуватися треба, щоб жили дружно, щоб завжди мир був. Це чудовно, коли люди все сябрують. Деятельность нашей организации направлена на объединение. Объединились этнические диаспоры нашего края для того, чтобы дружить, для того, чтобы искать, чтобы представлять культуру своего народа в единении, нести мир, любовь и свет. Но мы должны смотреть вглубь, естественно, какими-то добрыми делами наполнять нашу жизнь и противостоять каким-то глобальным проблемам. Что бы вы вот хотели пожелать всем зрителям, кто будет смотреть наш канал АЛЛАТРА ТВ? Прежде всего я бы хотела пожелать вот это вот состояние праздника в себе найти и как можно дольше в нем пребывать, находиться, открыть в себе любовь, открыть в себе свет и нести этот свет людям. Счастья, миру и добра усім. Теплота и душевность встречи позволяет всем присутствующим погрузиться в атмосферу белорусской культуры и почувствовать, насколько она близка и родственна. Такие мероприятия стирают все границы, объединяя людей, и в очередной раз показывают, как все мы похожи и что все мы едины. Продолжается общение в рамках программы «Встречи с интересными людьми». У нас сегодня в гостях представители уникального молодежного движения «АЛЛАТРА». Это Людмила, Наталья, Александр. В начале программы, если вы были здесь на 107,9 FM, они дали нам понять, о чем мы будем общаться. Международная организация «АЛЛАТРА» — это добровольное объединение людей, участники которой проживают в разных странах, они разных национальностей, вероисповеданий и собственными силами, свободное от основной работы время, объединив усилия, они создали платформу, на основе которой реализовывают проекты, ведущие к объединению всех людей. Один из ваших проектов – это «Добрые новости». Расскажите о нем, что это за добрые новости? Сюжеты о доброте и человечности, о взаимопомощи и поддержке между людьми. Услышать приятные новости, которые бы радовали, которые бы действительно наполняли позитив. Мы именно об этом и рассказывает программа «Добрые новости». Участники проекта «Единое зерно» создали фильм, который называется «Выбор». Самые яркие понимания и личное открытие людей из разных стран мира на тему выбора человечества, его главенствующей роли в жизни человека.
Лично меня очень вдохновил этот фильм. Вот представьте, самые обычные люди, вот такие, как вы и я, они переступили через свои страхи, гордыню. И вот спрашивали прохожих о Боге, о любви. И вот что меня больше всего поразило, люди, не стесняясь, отвечали на такие вот очень личные вопросы. И вы знаете, все говорили об одном. Они говорили на разных языках, они говорили разными словами. Но смысл был один, что Бог един. И в каждом есть его частичка, душа, что Бог — это любовь. И именно это нас всех объединяет. Люди стараются, делают что-то действительно хорошее, что-то позитивное, чего действительно не хватает в нашем сегодняшнем мире. Как раз эти проекты, которые реализует движение «АЛЛАТРА», как по мне, они имеют место быть в наше время и являются действительно актуальными. Чем больше будет таких людей у нас в эфире, которые могут поделиться частичкой своего сердца, души, когда мы покажем, что можно вот так думать, что можно вот так жить, что можно вот так творить, и можно действительно дарить свои знания, свое сердце, свое уважение к людям. Участники международного общественного движения «АЛЛАТРА» из города Казани организовали на телеканале «Первый городской Казань» показ фильма «Единое зерно», часть 1 «Выбор». Данный фильм будет транслироваться на телевизионном канале для жителей города отдельными сериями в течение недели. Это уже второй канал в Казани, который осуществляет показ фильма «Выбор». Первый канал, который с радостью разместил показ фильма, был телеканал «Эфир-24» и транслировал его еще осенью прошлого года. Это не просто фильм, а уникальное социальное исследование, проводимое участниками международного общественного движения «АЛЛАТРА» на основе ключей исконных знаний. Фильм содержит глубинное понимание на тему человеческого выбора, его главенствующей роли в жизни человека, определяющей его дальнейшую судьбу. Люди со всего мира делятся своим сокровенным о духовной истине. Фильм расскажет телезрителям, перед каким главным выбором стоит сегодня человечество и каждый человек. Пример проведения такого уникального исследования показывает, что совместная работа является основой для объединения всех людей на планете. Я очень благодарна нашему телевидению, что оно начало показывать прекрасный фильм «Единое зерно», который объединяет сейчас миллионы людей во всем земном шаре. Есть возможность также и другим людям познакомиться с этой передачей «Единое зерно». Благодаря этому прийти к знаниям, соприкоснуться с этим. Душевное тепло, душевное объединение, это просто люди этого ищут, но мало об этом говорят. Становитесь все участниками МОД «АЛЛАТРА». Вы ничего не потеряете, но вы найдете море друзей, море любви, море знаний, и жизнь станет гораздо лучше. Как сказано в книге «АЛЛАТРА», вестник способен передать истину многим – друзьям, родственникам, знакомым и незнакомым людям. Он способен побудить в них желание рассказать эту истину своему окружению, а те другим. И так полетит весть по миру, словно сокол в своем стремительном полете. В городах Волгограде и Волжский волонтерами МОД «АЛЛАТРА» на светодиодных мониторах крупных торговых центров были запущены ролики о книге «АЛЛАТРА» и о живой беседе «Сознание и личность» от заведомо мертвого к вечно живому. Мир у нас учит лишь уму, памяти, знаниям и логике. А при познании истины необходимо освоение возвышенной ступени самосовершенствования, осознанности и понимание тех глубинных чувств, которые исходят от души. Ведь духовный опыт находится вне пределов ума. Из книги «АЛЛАТРА». За это время информацию об «АЛЛАТРА» имели возможность посмотреть многочисленные жители и гости городов.
Так «АЛЛАТРА» создала атмосферу праздника и доброты сразу в 2 городах. Истинная духовная сторона человека по отношению к обществу проявляется в искреннем намерении и бескорыстном действии его во благо общества. Объединившись в таком намерении, люди смогут достичь большего и создать условия для формирования качественно новой цивилизации, человечества, руководствующегося сутью слова «АЛЛАТРА». В городе Фастов, Украина, впервые состоялась презентация книг Анастасии Новых. В этот день чувствовалось особое возвышенное состояние духа, благодаря выходу накануне новой передачи «Зов Махди» с участием Игоря Михайловича Данилова на АЛЛАТРА ТВ. Подготовка к презентации объединила участников международного общественного движения «АЛЛАТРА» в искреннем стремлении поделиться исконными знаниями с жителями города. Встреча проходила в Фастовском государственном краеведческом музее. Руководство музея, понимая важность возрождения духовно-нравственных ценностей в обществе и объединения людей во всем мире, с радостью предоставило помещение для проведения презентації. Ми в цей світ прийшли не випадково, а для того, щоб любити, творити добро. І сьогодні у нас гості з міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА», які будуть презентувати книжки Анастасії Нових. Цими книгами просто неможливо не ділитися, тому що вони наповнені любов'ю, радістю та добротою. Почала читати сенсея першого, і я почала читати всі інші книжки. Потім «АЛЛАТРА» взагалі перевернула все моє світосприйняття. Человек, он двойственный по своей натуре, то есть у него есть и духовное начало, и животное начало. Все мысли, которые приходят к нам, они приходят. Это не наши мысли. Люди, которые почитали книги, которые начали притворять эти знания в жизнь, они просто сами удивляются, как все меняется в жизни. Та інформація, яка є в цих книгах, вона равнодушно ніхто не оставить. Більш детально ми хочемо представити вам книгу Анастасії Нових «АЛЛАТРА». Ця книга дуже незвичайна у всіх відношеннях, тому що вона з кожним розмовляє про його сокровення. Вона кожному дає відповіді на його особисті питання. А також вона має фундаментальні ключі для пізнання видимого та невидимого світів. Це фундамент споконвічних знань, який допомагає кожній людині пізнати себе та досягти способи свого максимального розвитку. Книга «АЛЛАТРА», в ній дані знання, які допомагають побачити спільне абсолютно у всіх релігіях. Вона надихає до творчості людей. І доказом цього слугують ті проекти, які реалізують люди із різних країн світу. На презентации было рассказано о международном общественном движении «АЛЛАТРА», которое уже сегодня является примером того созидательного общества, в котором хочет жить каждый человек, в котором нет разделений и все объединены в Боге. Также были представлены международные волонтерские проекты движения, такие как интернет-телевидение «АЛЛАТРА ТВ», фундаментальный социальный исследовательский проект «Единое зерно», газета «Добро там, где ты», информационно-аналитический портал «АЛЛАТРА Геоцентр». Во время презентации были представлены передачи с участием Игоря Михайловича Данилова, такие как «Сознание и личность. От заведомо мертвого к вечно живому», «Свобода от диктатуры зверя внутри тебя». По окончанию презентации в библиотеку Фастовского государственного краеведческого музея был подарен комплект книг Анастасии Новых, а также 3 комплекта в Фастовскую городскую библиотеку. Величезно дякую і за запрошення, і за книжечки. І обіцяю, що вони займуть достойне місце серед фондів нашої бібліотеки. В зале чувствовалась атмосфера любви и доброты. Гости мероприятия от души делились своими чувствами и пониманиями, которые они обрели во время встречи. Очень чувствовался дух единства между всеми присутствующими. Люди внутренне чувствовали истину, переданную через книги и передачи. Я вас чую, і душа моя радується. Якщо ми разом підемо в цей світ, в майбутнє його зробимо красивим, щасливим, то наше життя, то наша
то ми, як люди Божі, повинні це зробити це. Другого нам немає. Я так, дякую. Дуже вдячна, що я попала сюди на цю вашу таку презентацію. Дуже вдячна цим людям, які виступали і висловлювали таку ж саму думку, яку я мала. Ну, мені хочеться ділитися з нею. Ось ці люди. Я хочу бути з вами. Я хочу, щоб побільше було цієї інформації. Я стільки пізнала. Дуже хорошо, що ви це все доносите до нас. Хотілося більше аудиторії, хотілося більше цього всього, цих пізнань донести до людей, до покоління до нашого. Я щиро вдячна. Наш народ, він здатен об'єднуватися, він здатен робити один одному добро. Тому я думаю, що ваш рух – це рух майбутнього. І дуже хочеться, щоб він навчив і розуміти самого себе, наблизитись до Бога у плані того, що ми не раби, а ми люди за подобою Господньою. І, звичайно ж, добро, ставлення з добром і з розумінням один до одного – це теж те, що врятує світ. Дякую вам. Процесс подготовки к презентации очень сплотил участников движения из Фастова и дал возможность прочувствовать на практике опыт единения в духе. Появилась уверенность и знание того, что любовь, мир, единение начинается с самого человека. А когда такие люди объединяются в истине, они способны сделать много хорошего для преобразования общества и распространения исконных знаний. Узнала про эту презентацию из социальной сети Facebook. Книги я уже до этого прочитала, и я была очень-очень рада встретиться с единомышленниками. Благодаря презентации я присоединилась к этому движению. Чувство благодарности, искренности, радости вот какой-то всеобъемлющей, что ты не одна. В книгах Анастасии Новых я нашел ответы на все свои вопросы. Стало жить намного проще, понимать, что я делаю, для чего я живу, зачем я пришел. Стало все на свои места. Превыше всего доброта, любовь в этом мире. После прочтения приходит очень много осознаний. Получаешь ответы на все свои заданные вопросы в этой жизни. Когда делается какое-то доброе дело, то, как правило, получается очень много препятствий. Приходится переступать через свое сознание, которое тебе противится, которое говорит, что этого не надо делать, что это бесполезно, что это не нужно. Когда ты через это переступаешь, когда происходит презентация, ты видишь, что приходят люди, которым это нужно, ты видишь их глаза, это совсем по-другому все. То есть ты понимаешь, что это было не зря. То, что презентация делает нужно, это обязательно, потому что люди, которые хотят познакомиться со знаниями, они могут познакомиться здесь. Когда воочию они придут, послушают, увидят тех людей, которые этим занимаются, которые несут эти знания людям, то есть они пришли по зову души, и они все это делают бескорыстно и для людей. Чем больше будет добрых, ответственных людей, тем раньше мы будем жить в лучшем, позитивном обществе. Есть общая цель, глобальная у всех людей. Это познать, постичь и прийти к Богу. И каждый это делает по-своему. Но это и есть настоящая цель всего человечества. Любовь и доброта – самое главное, что всех нас объединяет, независимо от религий, языков. Что каждый из нас может сделать для того, чтобы люди объединились? Каждый должен сам меняться в первую очередь. Изменишься ты, и изменится мир. Оказывается, один полевой. Один человек зажигает, после него зажигается второй, третий, после этих третьих еще, и получается вот такая геометрическая прогрессия, она расходится по всему миру. Сейчас есть вот эта тенденция на расширение добра по всей планете. Все-таки позитивная информация должна быть больше. Тогда будет оздоровление всего нашего общества. Человечность превыше всего. И быть человеком на этой планете – это самое главное. Главное взять на себя ответственность за свою жизнь и больше вырабатывать этот позитив. Крупицу добра принести в этот мир. И, как говорится, из искры возгорится пламя. И поделиться своей любовью, своей добротой с каждым, с ближним, с кем-то, со своим. И так оно по цепочке пойдет.
Средства массовой информации уже сегодня вносят весомый вклад в духовно-нравственное развитие общества, освещая созидательные и добрые события. Презентацию книг Анастасии Новых в Фастове посетили журналисты местного телевидения Фастов ТВ, в еженедельном выпуске новостей которого вышел сюжет об этом значимом для города событии. Хочется отметить, что это мероприятие было освещено представителями СМИ в позитивном созидательном ключе. Діяльність руху направлена на відродження та популяризацію в суспільстві духовно-моральних цінностей, взаємодопомоги, дружби та любові між людьми незалежно від території, на якій вони проживають, і незалежно від їх національності та релігії. Мільйони людей з усього світу, які прагнуть реалізувати свої вміння та навички на благо суспільства, об'єднуються завдяки знанням, викладеним в книгах Анастасії Новых. Очень радостным стал тот факт, что в социальных сетях сами люди делились друг с другом информацией о презентации. Также она была размещена на страничках Фастовской городской библиотеки, Фастовского государственного краеведческого музея, издания «Наш городок» и Фастовского городского совета. Благодаря искренней потребности участников международного общественного движения «АЛЛАТРА» делиться духовными знаниями, на протяжении 3 месяцев в центре города Фастова размещались сетибоксы с информацией о книгах Анастасии Новых и о том, что книги доступны к чтению в библиотеках города, а также на сайте АЛЛАТРА ТВ. В популярном фастовском журнале «Наш городок» была размещена информация о презентации, книгах Анастасии Новых и передачах с участием Игоря Михайловича Данилова. Это дало возможность множеству людей соприкоснуться с исконными знаниями, дарующими возможность каждой личности обрести истинную свободу. Как сказано в книге «АЛЛАТРА», личный вклад каждого человека в общее дело духовно-нравственного преобразования общества очень важен. Можно сказать, каждое, даже, казалось бы, самое незначительное и простое дело, совершенное с целью распространения истины, в конечном итоге так или иначе сказывается на глобальной ситуации в обществе и формирует его будущее. Здравствуйте, дорогие друзья! Видите, снимаю в районе Картал, города Стамбул, в честь праздника Навруз, который отмечается как праздник просыпания природы. И этот праздник мне все время напоминает просыпание души и просыпание души человека к вечной весне, к вечной любви, к вечному блаженству. Поэтому в связи с этим праздником я пожелаю всем просыпания души, как блаженства, как любви к Аллаху. Selamun Aleyküm. Ben Muhammed Ceylan. İstanbul'da yaşıyorum. ALLATRA Uluslararası Toplumsal Harekatı'nın katılımcısıyım. Yarın 21 Mart 2019 Bahar Bayramı. Yani Nevroz Bayramı. Benim de bu Nevroz Bayramı ile ilgili birkaç dileğim olacak. Nevroz ayrışmanın değil, bütünleşmenin, kavganın değil, barışın, nefretin değil, sevginin, düşmanlığın değil, dostluğun bayramıdır. İnsanlar Nevroz'da umudun, birliğin, bolluğun, kardeşliğin hikayelerini yazıp söylediler yüzyıllarca. Kardeşliğin, baharın bayramı olan Nevroz bayramınız kutlu olsun. Nevroz, sevginin ve kardeşliğin bayramıdır. Bugünü bayram sayan tüm halkların Nevroz'unu kutluyorum. Hiç kimse insanın değerini insanın yaratıldığından daha iyi bilemez. Nevroz bayramınız kutlu olsun. Benim de küçük bir dileğim olacak. Nevruz kavgaların, kaygıların değil, özgürlüğün, eşitliğin, adaletin emrettiği bir dünya istiyor. Güzel insanların olduğu bir dünya istiyor. Bence sevgi, saygı, aşk demek
her şey demek bence. Herkesin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum. Alatra İyilik grubundaki arkadaşların da Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Saygılarımla. Nevruz Bayramınız kutlu olsun. Дорогие друзья, здравствуйте! Поздравляю вас с праздником Наурыз. Праздник взаимопонимания и дружбы между народами. Ведь в нашем Казахстане этот праздник отмечают представители более 130 национальностей. Издревле Навруз считался праздником победы доброго духа над злым духом. Праздник весны, нового дня. Об этом празднике писал и Омар Хайям, и Бируни, и Фердауси. Наурыз – тот праздник, который объединяет людей. Поздравляем всех с весенним праздником Навруз. Желаем всем радости, счастья и любви. Этот праздник объединяет весь народ любовью, добротой друг к другу. На Наврузе человек ближается друг к другу, потому что веками они вместе жили, особенно средиземный народ и Дальний и Ближний Восток. Все наши друзья считаются. Поэтому сегодня от души мы отмечаем праздник Навруз. Поздравляю всех с Наврuzом. Праздник Навруз. barchani Navruz bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Barcha o'zbek ahlini va butun olam ahlini Navruz bayrami bilan qutlaymiz. Mana shunaqa bayramlar ko'p bo'lsin, har yil Navruzimiz shunaqa bo'lsin. Bardıq mekandaşlarımızda Navruz bayramı bilan qutlaqlayman. Бардыңыздарды Наурыз байрамыңыздармен құттықтаймыз. Пусть в сердце каждого Аллах подарит благодать. И чтобы каждый обрел вот это внутреннее счастье, чтобы каждый жил с Богом внутри. Навруз байрамınız mübarek. Именно так звучит поздравление с Днем весны Навруз. И сегодня АЛЛАТРА ТВ приглашены на празднование праздника Навруз, организованное дипломатическими представительствами разных стран мира. И мы приглашаем вас вместе с нами посетить это мероприятие. Навруз – это очень древний праздник, ему уже несколько столетий. Это для нас, среднеазиатских народов, это Новый год. Мы поэтому постарались совместно с посольствами наших братских стран, наших друзей, с посольством Афганистана, Азербайджана, организовать этот праздник в Украине. Мы очень любим Украину. Мы здесь работаем, и благодаря тому, что вы есть, вот у нас есть такие друзья, как вы, мы всегда не только наши посольства всегда открыты для вас, но и наши сердца и наши души всегда открыты для вас. Знаете, в дипломатии есть такое понятие, как мягкая сила. Вот то, что сейчас делает мы, вот это и есть мягкая. То есть мы сближаем народы, и мы пытаемся сплотить всех вокруг, чтобы мы дружили, чтобы мы ходили друг к другу в гости, и чтобы почаще проводили вот такие красивые мероприятия. И чтобы каждый день был Навруз, что значит? Чтобы каждый день был Навруз, как говорил Алишер Наваи. А вот как вы считаете, что вне зависимости от национальности, от религии, что нас всех людей внутренне объединяет? Вот смотрите, самое главное существо, что нас объединяет, это человечество, это любовь, это природа, это веселье, это музыка. Вот у нас, у всего человечества везде есть. Это будет в Украине, или будет в Латинской Америке, или в Афганистане, или в Китае. Люди одни и те же. Они пользуются одной любовью, они пользуются одним чувством. Вот что-то плохое, это в Афганистане тоже плохое, это в Украине тоже плохое, это в Латинской Америке тоже плохое. А что-то хорошее, что-то любовное, что-то прекрасное, это везде
все прекрасные. Поэтому мы стараемся как человек найти общее, что между людьми есть. Это общее, это любовь самое главное. Вот когда мы говорим о мире, когда говорим о Новом годе, когда говорим о каком-то празднике, их существо – это хорошо жить. Мы когда отмечаем Навруз, значит, даем людям сообщение, что мы хотим хорошо жить, мы хотим в мире жить, мы хотим в любви жить. Поэтому я думаю, что Навруз или Новый год – это все поводы для того, чтобы люди могли бы хорошо жить. Що може кожен з нас зробити, наприклад, ви, щоб назавжди перемогло добро усередині? Я вважаю, по-перше, що зараз, хоча у нас не такі традиції, нам потрібно вважати такі традиції. Нам нужно вважати їх традиції, їх одежди, їх віри. Да, і по-друге, я вважаю, що нам потрібно побільше розуміти їх і розуміти їх, що є об'єднання всі традиції, тому що свята – це об'єднання, так, і це дуже добре для співпраці, так. Мы сегодня отмечаем такой чудесный праздник Навруз. Это победа сил добра. Как вы считаете, что может сделать каждый человек, чтобы внутри него навсегда победило добро? Я думаю, что именно Навруз, который мы приносим в другие страны, вот сегодня 8 стран объединились и провели праздник Навруз в Киеве, столице Украины. Это очень отрадно, поскольку этот праздник самый светлый праздник, праздник добра, праздник веселья, праздник, который объединяет всех. Этот праздник может способствовать тому, чтобы сближать народы через культуру, через традиции, через обычаи и объединить и укреплять дружбу между нашими странами. Конечно, находясь здесь, видите, весь народ с разных национальностей ходят, смотрят, знакомятся, радуются, веселятся. Я думаю, что они с огромными впечатлениями вернутся к себе домой. И это вот этот кусочек добра, который может вжиться в каждого и дальше нас развивать в сторону того, чтобы был мир на земле и процветал. Спасибо. Скажите, а как вы считаете, что объединяет всех людей на земле внутренне? Ну, внутренне, конечно, в первую очередь добро. Добро, которое вселяет в нас в первую очередь среда, наша мать, семья. Это все окружение. Окружение, когда всегда веселятся, доброта вокруг, это и будут прививаться в каждом. Зерно, оно олицетворяет как всходы самого лучшего, качеств лучших, да, в человеке. А что означает свеча как символ Навруза? Навруза несколько символов, потому что в нашем, если вы встретили на нашем столе, это у нас обязательно хавсин, хавчин. Это значит 7 продуктов, которые начинаются на «с», и 7 продуктов, которые начинаются на «ш». В данном случае свеча – это шам, это вечность, это поскольку сам Навруз передался нам от зороастризма, это огнепоклонники, в первую очередь, потому что это символ вечности, жизни. Поэтому я думаю, что именно свеча олицетворяет именно вечность, огонь, да, и душу. Мне кажется, в каждом человеке есть добро, и его просто нужно найти. Вот посмотрите на эти красивые открытки. Нигде не увидите каких-то темных цветов. Везде радость, свет. По-моему, даже если каждый человек придет на такой праздник, как этот, в нем как минимум загорится какая-то доля надежды. Этого должно хватить, чтобы хоть немножко стать лучше. Что вот всех людей, вне зависимости от национальности,
считаете, что всех объединяет нас внутренне? Я думаю, во-первых, то, что мы все люди, и мы все чувствуем друг друга, независимо от национальности, от того, что тебе нравится, что тебе не нравится. Ты можешь почувствовать другого человека. Если ты чувствуешь, что он добрый к тебе, ты тоже будешь к нему добрым. Мне кажется, что именно добро — это то, что нас объединяет. И вот эти праздники, они же сделаны для нас, по сути, чтобы мы могли объединяться. И вот, посмотрите, вполне мозаика культуры, я бы сказала. Спасибо. А что бы вы могли пожелать всем людям? Ой, я могла бы пожелать побольше ходить на такие мероприятия, знакомиться и с людьми, и обогащать свое мировоззрение, и ставать лучше, конечно же. В этот праздник весны, день весеннего равноденствия, то можно сказать, чтобы этот праздник принес людям много нового, что всем хотелось творить, что-то хорошее, что-то создать, что-то позитивное, чтобы ощущение праздника задевало всех в этой жизни. И с таким чувством, чтобы получалось что-то новое в жизни, и все развивались, всем было хорошо. Действительно, Навруз испокон веков – это один из светлых праздников, где действительно добро побеждает зло. Это олицетворение возрождения новой жизни, весны. Вот. Поэтому даже в странах, где отмечается широко Навруз, там по традиции те, кто были в ссоре, они обязательно в этот день Навруз, вот, например, в Азербайджане, они мирятся. Поэтому это действительно такой праздник примирения, праздник добра, светлый праздник и позитивов. Спасибо большое. Скажите, вам спасибо. Что внутренне всех нас, людей, вне зависимости от национальности, объединяет? Я думаю, что нас всех людей объединяет это любовь, это стабильность, мир. Потому что люди на эту планету приходят для того, чтобы сотворить добро, мир. А остальное все это дело, как говорится, такое творческое за людьми. Но на самом деле в каждом человеке есть очень много добра и любви. И вот я думаю, что именно вот в период Навруза он все больше начинает оживлять. Всем людям в мире желаю мира, мирного неба над головой и добра. Что внутренне объединяет всех людей в мире? Чувство, музыка и танцы. Это единственное, что все понимают, независимо от того, что на каком языке люди говорят. Все понимают, что такое музыка, все чувствуют, все видят, как движение, и все понимают и общаются таким путем. عشق بین آدم هاست که خب قطعا هنر و موسیقی و انسانیت شامل این قضیه میشه. Приведет. Значит, моя сестра тоже думает, что это искусство и человечество, и совесть может людей объединять, чтобы они были всегда вместе. Сама свеча всегда вставилась, потому что это знак света, это знак доброты, это день, это новый день. Вот поэтому было. سال خوبی داشته باشین، همیشه دلتون روشن باشه و هر چیزی که توی ذهنتون، توی فکرتون، توی زندگیتون، توی گذشته‌تون بوده همه رو فراموش کنین، از امروز زندگی کنین و سال خوبی داشته باشین. Да, ну как я так скажу, поскольку Навруз означает новый день, и есть такой стишок на персидском «Харузатан Навруз», то есть пусть, чтобы каждый твой день был новым днем или Наврузом. Я хочу пожелать, чтобы у всех было так, чтобы у всех каждый день был как новый день, с новыми успехами, с новыми счастьями. Держитесь. امیدوارم که تمام مردم جهان، مردم به خصوص ایران و ایرانی های هر جا
زندگیشون پر باشه از آرامش، امید و عشق همیشه. نوروزشون هم مبارک. امیدوارم سال خوبی باشه برای هممون واقعا. مرسی. بسیار خوشحالیم که اینجا هستیم. خیلی ممنون. مرسی. مرسی. Но если люди будут стараться действительно делать какие-то приятности друг другу, ну, в том числе, да, вот я как мастер эбру рисую, люди смотрят, радуются, им нравятся эти рисунки, они как бы вот смотрят на эти яркие краски, их это там вдохновляет на какие-то, может быть, свои какие-то хорошие мысли, ну, вот это, я считаю, мой вклад сегодня, да, и если каждый человек тот же какой-то человек, который испек какие-то сладости, какие-то, ну, вкусности, и другие вкусили это тоже вот человек поделился, вот, скажем, своим таким настроением, своей какой-то там вкусностью, вот, и другие тоже, скажем, ну, порадовались благодаря этому. Ну, вот я считаю так. Как вы считаете, что объединяет всех людей внутренне? Наверное, чувство того, что наступает Новый год, то, что праздник, то, что братство, то, что все эти народности отмечают этот праздник в один и тот же день. Наверное, это. Вот чувство братства, чувство любви. Спасибо. Пожалуйста. Вот Навруз такой прекрасный праздник. Он олицетворяет собой добро и весну, победу добра. Да. Как вы считаете, что может сделать каждый человек, чтобы в нем навсегда победило добро и воцарилась весна? Это, наверное, любить всех, абсолютно всех. И относиться ко всем как бы хорошо, всегда дарить добро, дарить тепло, излучать тепло. Вот сколько тепла ты подаришь, столько тебе и вернется. Я считаю, что нас объединяет это доброта, дружба, солидарность и любовь к сохранению своих традиций, своей культуры там. Я хочу процитировать нашего великого писателя Чингиза Айтматова. Он сказал, для человека самое трудное – это оставаться каждый день человеком. Я считаю, вот все заключается, основа вот, наши человеческие отношения. Вот, да. Спасибо. Наша главная задача – это в объединении. В объединении нас, как людей, которым нечего делить. Объединение людей, которые действительно исповедуют одну религию – религию любви. Вот, например, в странах Средней Азии, где традиционно исповедуется ислам, отмечается праздник Навруз-Байрам, то есть Новый год. Это один из древнейших праздников, он отмечается в ночь накануне Дня весеннего равноденствия. И вот интересно, что этот праздник, он отмечает ежегодное поражение злого духа и празднование воскрешения из-под земли доброго духа, несущего свет. Почти как современная Пасха. Интересно, что одними из главных атрибутов стола являются свечи, зеркало и крашеные яйца. Все они имеют символическое значение, и это значение связано с духовной интерпретацией этих символов. Вот, например, свеча. Это внутренний огонь человека, его жизненная сила, а яйцо, оно символизирует зарождение духовной жизни человека. И вот праздник Навруз праздновали еще в эпоху расцвета древней религии зороастризма, которая предшествовала и христианству, и исламу.